Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. Это видео я хочу начать с показа вот такой замечательной парочки. Даже две парочки. Вы видели по отдельности вот эти три куклы, а эту куклу я связала вот только недавно, потому что по нему снимала видео мастер-класс. Получается, этого мальчишку я связала полностью на камеру. Долго подбирала сочетание цветов, чтобы хорошо смотрелось с розовыми оттенками девочки. И вроде как получилось неплохо. Эти игрушки маленькие, вяжутся они легко, поэтому сильно много времени они у меня не заняли. Где-то, наверное, чуть больше месяца я ими занималась, писала текстовый мастер-класс на девочку, фотографировала весь процесс, на мальчишечку снимала каждую петельку практически, показывала, потом монтировала. Ну, в общем, получилось это все легко, непринужденно, расслабленно. Я очень довольна этим мастер-классом именно из-за вот такого ощущения легкости. А вот следующий мастер-класс, который у меня только-только завершился, я его только сделала, протестировали его. Там уже времени ушло очень много. Сейчас я вам покажу эту куклу. Вот такая куколка. Работа была непростая. Здесь у нее много съемных деталей. Сама куколка большая по сравнению с этими малышами, которых я вам только что показывала. Но результат здесь, конечно, превосходный. У меня в итоге за это время связалось две таких куклы. Одну я сначала придумывала, а по второй уже фотографировала все моменты вязания пошагово и писала текстовое описание. Это у нас кукла Доктор. Мастер-класс на нее будет платный в PDF-формате. Его уже помощницы мои протестировали, уже заканчивают, и я могу открыть на нее предзаказ. Предзаказ будет действовать с сегодняшнего дня, сегодня 16 по 19 часов включительно, то есть всего 4 дня. Рассылка этого мастер-класса будет 20 апреля в течение дня. У куколки есть стетоскоп. Это была для меня мысленно самая сложная деталь. Я даже начала его вязать сложно. Я мудрила, делала обвязку проволоки полностью. То есть хотела сделать его вот цельно вязаный. Потом уже нашла наушники свои, точнее запасные вот эти части от наушников, которые я не использовала. Хотела попробовать сделать с вот такими штучками на конце. Тоже выходила какая-то ерунда. Здесь уже, видите, я пробовала делать еще вот эту верхнюю часть не провязанной. А в итоге способ оказался самый простой и легкий. Он действительно делается легко. В мастер-классе пошагово сфотографировала и полностью расписала весь этот процесс. У куклы съемный халат, съемная футболка, штаны, ботинки и шапочка. Вот так выглядит куколка сзади. Ее рост составляет 27 сантиметров. Она намного меньше, чем школьница или школьник. Я даже принесла школьника показать вам в сравнении их размеры. Он просто огромный по сравнению с этой куклой. Вот так получается. Даже вот так, наверное, давайте попробуем, чтобы было лучше видно. То есть у них очень большая разница в голове. Посмотрите, какая огромная голова у школьника и какая маленькая у куклы Доктора. Особенно если снять шапочку. И по фигурке тоже мальчик-школьник довольно длинный. Эта девочка поменьше. Школьница у нас чуть-чуть меньше школьника, но все равно. Это разные куколки по форме. Я даже достала одежду, которую я вязала дополнительно к школьнице. Примерила на эту куклу, и она оказалась огромная. Сейчас я вам покажу. У меня есть кукла вторая. Точно такая же, только я покажу, как она выглядит без одежды. Вот здесь не обращайте внимания, это первая. Здесь получилась немножко перетянутая часть. Во второй кукле этот момент я уже доработала. Вот получается, смотрите, насколько велика разница в ботиночках от школьницы и от этой куклы. Здесь просто можно еще одну ногу добавить. Очень-очень большие. И футболочка также.
она на ней болтается. Куколка у меня здесь идет с каркасом в ручках, в шее обязательно. Крепление головы нитяное, поворотное. То есть можно спокойно поворачивать голову, при этом она зафиксирована внутри. Волосы я связала из пихорки детская новинка. Сначала я взяла Ярнар джинс, но из джинса волосы выглядят грубовато. Мне это не очень нравится. Они, во-первых, толстые, во-вторых, некрасиво, неравномерно закручиваются. По сравнению с детской новинкой. У нее все кудряшечки ложатся ровно, одинаково. Все как на подбор. Красивые. Такая у нее прическа, несложная, очень простая. Здесь сверху есть пробор. В мастер-классе я прям подробно показываю, как уложить именно вот так волосы. Из джинса можно связать волосы, но из пихорки детской новинки они будут смотреться намного симпатичнее и аккуратнее. Расход на волосы 1 моточек. И покажу вам по отдельности весь ее комплект одежды. Вот такие ботиночки. Хочу показать поближе вам узор спереди, какой у них. Дальше идет футболка на пуговичках сзади. Штанишки. Здесь в первом варианте я сделала кнопку, но так как кнопка не у всех, а если даже у кого-то есть, то пришить ее можно самостоятельно, поэтому в мастер-классе я указала момент с вывязыванием петельки для пуговицы. То есть если использовать кнопку, то просто не провязываем вот это отверстие. Так выглядят штанишки. Такая простая шапочка. И вот такой халат с карманами. Единственное, мы немножко поспорили с мужем. Он мне говорит, что карманы должны быть наверху, чуть выше. Но я сделала более привычный вариант в своем понимании, что карман должен находиться на уровне рук. Поэтому пришила их внизу. Но если вы думаете, что нужно вверху, то можно просто перенести их выше. Но в этот кармашек очень удобно укладывается часть стетоскопа. По нему я сейчас вам покажу, из чего он сделан, чтобы вы смогли подготовиться. Во-первых, это проволока 2 миллиметра. Она вот такая, без изоляции, просто обычная проволока. Там, где я покупала на Вайлдберрис, сейчас нет в наличии этой проволоки, но я думаю, можно найти легко похожую. Если сами не найдете, пишите, будем искать вместе. Здесь понадобится всего ничего, такой проволоки прям мало. Потом для вот этой части прорезиненной я использую старую зарядку, не рабочую, конечно же. Вот так она выглядит, то есть стандартная обычная зарядка. Отрезаю нужной длины изоляцию, она так называется, вытаскиваю оттуда все вот эти лишние проводки ненужные и оставляю чисто вот эту резиновую верхнюю часть. Диаметр у нее 3 миллиметра, вроде бы как это стандартный набор. И также для стетоскопа нужна черная пряжа. Вяжется очень просто, легко. На самом деле я сама удивилась, как это все быстро сделалось. Очень осталась довольна результатом, потому что без стетоскопа, мне кажется, образ был незавершенный. Еще я, конечно, хотела связать и чемоданчик, но как-то вот с чемоданчиком не сошлось.
И так и осталась она у меня без него. Вот это ее полный завершенный образ. Очень хорошенькая куколка, несмотря на большой объем работы. Кстати, по белой пряже. Я ее вам советую покупать напрямую в магазине, не через интернет-заказы, а прийти, чтобы можно было пощупать. Потому что с белым цветом такая беда, что он бывает очень жесткий и вязать им сложно. Я из-за этого исколола себе все пальцы. И, наверное, дня 3-4 вообще не могла вязать. У меня прям вот здесь были ранки, на которые больно было даже слегка надавливать. Это из-за этой жесткой пряжи, потому что пытаешься вытащить эту петельку с усилиями, каждый раз натираешь себе пальцы аж до того, что кожа лопается. Поэтому можно в магазине пощупать, чтобы она была мягкая, понять, что она вам подходит, и уже тогда брать. Я покупала в интернет-магазине, и что пришло, то пришлось вязать тем, что есть. Пока что это все, что я хотела вам рассказать. По поводу предзаказа вы можете написать мне в любую удобную для вас социальную сеть. Есть ссылка на Инстаграм, хоть я его и не веду, там посты, может быть, несколько лет назад последний раз выходили, но я там есть, я отвечаю на ваши сообщения, если вы туда пишете, поэтому можете смело переходить туда, если это удобно. Также у меня есть ВКонтакте. Есть электронная почта. Для тех, кто не может оплатить на казахстанскую или на российскую карту, есть сайт Boosty, вы можете приобрести предзаказ напрямую через этот сайт. Все ссылки есть в описании под видео. Напомню, предзаказ действует всего 4 дня, с 16 по 19 число, рассылка 20 числа. На этом все. В следующем видео я хочу вам показать свою новую работу, над которой я сейчас начинаю активно трудиться. Уже получила пряжу, и эта работа будет связана с символом года. Я думаю, вы очень сильно ждете такое видео и ждете мастер-класс. Осталось немного, скоро тоже все покажу. Всем до новых встреч, увидимся в следующих видео.